последнее время, когда СМИ и комментаторы событий в энергетической отрасли откровенно устают от пересчетов баррелей и кубометров, от попыток понять, что выдали на гора Трамп с Урсулой по отцу за последние 3-4 дня, они стали комментировать то, что происходит в мировой атомной энергетике и, само собой, в нашей, российской. Тут как-то поспокойнее, интриги не такие шокирующие, как в углеводородной отрасли, да и разбирающихся в атомной энергетике не так много. За неточности и вольности никто не прихватит. Тем более, что появилась совсем новая тема – атомно-энергетический ренессанс, который вот-вот, после дождичка в четверг, как стартует. Результат появления таких вольных комментаторов вполне очевиден – бардак в головах, бороться с которым можно только одним способом – обращаться к фактам и к хронологии их появления. К фактам, а не к заявлениям чудесных политиков, вершиной которых стало внезапное желание господина Пашиняна поподробнее ознакомиться с росатомской технологией плавучих атомных электростанций. Откуда, собственно, стартовал вал информации об атомном ренессансе? Вроде ведь совсем недавно было куда как иначе. Парижское соглашение о климате 2015 года, чуть ранее, в 2009-м, директива Еврокомиссии о возобновляемых источниках энергетики, требования немедленной декарбонизации, денуклеаризации, правительства европейских стран друг за другом отказывающиеся от атомной энергетики. Только солнце, только ветер, только радость впереди. Водородные стратегии и программа, зеленая сделка и моя личная оценочная радость в кавычках, то, что и многоуважаемое правительство России разработало водородную стратегию и ввалило в нее 100 миллиардов бюджетных рублей. Отдача от нее просто великолепная, потрясающая и чрезвычайно перспективная. Правда? Зеленая сделка Евросоюза – это 2020 год. А дальше произошло нечто, что практически никто не успел заметить и осознать. Мы ведь с ушами и с головой сидим в пресловутой новостной повестке. Попробуйте припомнить. Пандемия, коллапс нефтяных котировок, ушедших в минус. Годом позже, летом 2021 года, мировой энергетический кризис, стартовавший в Евросоюзе. Для тех, кто уже совсем в танке, слышня о том, что кризис начался в феврале 2022 года, это хорошо продуманная ложь с целью хоть как-то прикрыть собственные колоссальные просчеты в энергетической политике. Стартом кризиса стало лето 2021 года, и этот год в Европе завершался котировками на TTF в $2000 за 1000 кубометров природного газа. Ладно, напомнил я не для того, чтобы кого-то укорять короткой памятью, а для того, чтобы хоть как-то помочь контролировать поток информационного белого шума. Давайте к хронологии вернемся. 13 октября 2021 года. Выступление Владимира Путина на пленарной сессии Российской энергонедели. Без дословного цитирования. Универсального сценария энергоперехода не существует. Каждая страна имеет право на собственную модель этого перехода, исходя из структуры своей экономики, ресурсной базы и энергетического баланса. То, о чем годами не то что говорили, а уже и кричали эксперты энергетической отрасли, было сформулировано максимально сжато. И это хорошо. Кроме того, президент России напомнил, что такое углеродная нейтральность. Это не полный отказ от использования ископаемого топлива, а полный баланс выбросов тепловых газов и поглощающей способности природы той или иной страны. И поставленная перед Россией цель, углеродная нейтральность к 2060 году, это не про отказ от угля и газа, не про отказ от нефтепродуктов и энергоемкой промышленности, а достижение того самого баланса. Тепловых газов ровно столько, сколько поглощают наши леса, болота, сельскохозяйственные угодья. То, что у нас не все оказались способны расслышать и понять слова президента и принялись лепить проекты улавливания и подземного захоронения углекислого газа, это просто беда. А вот создание системы углеродных квот – это создание новой системы распила. Никакой заботы о природе в этом нет и в помине. Не получив точных данных о поглощающей способности природы России, какие к ангеловой бабушке углеродные квоты? Нам углеродный баланс нужен к 2060 году, так какого черта нам предлагают, задрав штаны, нести вслед за европейской шпаной? Сейчас вроде бы немного притихло, но, к сожалению, не из-за того, что вернулись к здравому смыслу или прислушались к мнению экспертов. Просто мистер Трамп не любит зеленое безумие. А это ж не хухры-мухры, а целый президент США. Нехорошо как-то получается. Ладно, отвлекся. Китай, как крупнейшая промышленная держава, о своем стремлении к углеродной нейтральности к 2060 году официально заявил в сентябре 2020-го. Но акцент на выступление Путина на российской энергонеделе 2021 года я делаю не из-за ура-патриотизма. Китай только про самого себя. Путин об отсутствии универсального сценария энергоперехода для всей планеты. Еще одно существенное отличие России от Китая. Объем экспорта энергетических ресурсов из Китая равен нулю. А Россия на внешние рынки поставляет нефть, уголь и газ.
Если для энергоперехода любая страна имеет полное право разрабатывать собственные сценарии, то для развития традиционной энергетики требуется ресурсная база. И Россия предложила и предлагает ее всем, кто действительно планирует энергопереход и углеродную нейтральность. Первой крупной страной, которая точно оценила сказанное президентом России, стала Индия. Через пару недель после российской энергонедели 2021 года в Глазго приключился очередной КОП-26. Кстати, об информационном шуме и переполнении наших с вами голов сиюминутной повесткой. Кто-то из вас, уважаемые зрители и слушатели, без шпаргалки способен расшифровать аббревиатуру КОП? Угу. А ведь пару-тройку лет назад нас убеждали, что это чрезвычайно важные саммиты. В очередной раз прошу прощения за мой английский, но вот полное название этих ежегодных конференций. Conference of the Parties of the United Nations Framework Conventions on Climate Change. И полная аббревиатура. А КОП – это расхожее сокращение. Conference of Parties. На нашем родном языке конференция сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата. РКИК ООН. Ежегодная конференция, на которой не только обсуждаются климатические цели и формируется международная климатическая политика, и принимаются политические решения, но и согласуются механизмы их реализации. Умно сказал, сам почти не понял. Политики на КОП не только красуются друг перед другом и рассказывают о своих климатических хотелках. На КОП стараются подтянуться к реализации всех придумок банки и прочие международные финансовые институты. И позволю себе без политкорректности. Для практически любого политика, любой страны, любой эпохи самое страшное проклятие остается одним и тем же. Да чтоб ты жил на одну зарплату. Встречаться ради произнесения красивых слов – это одно. А вот если, сойдя с трибуны, можно взять в руки режущий инструмент, это совсем другой коленкор. Напомню, что вся эта грандиозная афера со всеобщим отказом от ископаемых энергоресурсов была затеяна Евросоюзом в 2009 году по вполне тривиальной причине. В Европе месторождения угля, газа и нефти выходили на финишные прямые. А вот в технологиях солнечных и ветровых электростанций европейские компании на тот момент были впереди планеты всей. Будущий невероятный рывок Китая в то время не просматривался ни в одну подзорную трубу. Эй, руководители развивающихся стран! А ну, быстренько отказывайтесь от не наших углеводородов, быстренько хватайте кредит, и мы тебе все поляны панелями и турбинами застроим. Бусы, они ведь разные бывают. В конце нулевых вот такие предлагали. Может, и продавили бы. Международные банки ведь под контролем. Но в развивающихся странах не только учебники экономикс читали, но и на саму Европу внимательно смотрели, поскольку «делай, как я сказал» – это одно, а вот «делай, как я» – куда как показательнее. Вот Европа летом 2021 года и показала. Декарбонизация в комплекте с реализацией целевой модели европейского газового рынка, разработанной в 2011 году и стартовавшей в 2019, капризы погоды, которая от прохладнее обычного отопительного сезона рывком перешла в майскую жару, вежливый, но уверенный отказ «Газпрома» гнать газ в объемах больших, чем было предусмотрено в долгосрочных контрактах, и «Здравствуй, газ» по 3 цены. Про КОП-26 я не просто так вспомнил. Именно на этой конференции 1 ноября 2021 года Нарендра Моди заявил, что Индия будет выходить на углеродную нейтральность к 2070 году. Индия разработала собственный сценарий энергоперехода для себя, с учетом собственных интересов, с отказом от зеленого давления того самого Запада. А и как неудобно получалось-то. Крупнейший поставщик энергетических ресурсов и их потребители номер 1 и номер 3 – Россия, Китай и Индия друг за другом заявили, что у них собственная глава имеется, а дудение в европейскую дуду – это не по нам. И это как раз в тот момент, когда в энергетической отрасли Евросоюза настала та самая, которая есть, но слова такого нет. На мой взгляд, одна из нетленных шуток КВН. Если вы, уважаемые, попытаетесь меня убедить, что первая рифма, которая приходит вам в голову на слово «Европа» – это слово «Пенелопа», то вы, батенька, лицемер. Все это вместе взятое отрезвило европейских политиков настолько, что они просто вынуждены были услышать экспертов. Любая энергосистема имеет суточный профиль. Ночной минимум, утренний пик, дневная высокая нагрузка, вечерний пик и спад к ночному минимуму. При этом существует неустранимый нижний уровень нагрузки, критическая инфраструктура и связь, который присутствует всегда. Эта базовая нагрузка составляет от 40 до 60% пиковой нагрузки и имеет жесткие требования. Источники, обеспечивающие базовую нагрузку, должны работать непрерывно, стабильно и независимо от погоды.
Наша техногенная цивилизация знает 4 типа таких электростанций. Угольные, газовые, крупные ГЭС и атомные электростанции. Крупные ГЭС на территории Европы физически уже больше негде строить без затопления сельскохозяйственных земель. А земельные участки в Европе есть самый дорогой ресурс. Вернуться к угольной генерации после всех истерик, которые по их поводу закатывали европейские политики, совсем уж не камильфо. Прыжки, скачки и прочие ужимки газовых котировок после всех еврореформ – это либо вслух сказать, что отказ от привязки к нефтяной корзине, от долгосрочных контрактов и переход к биржевому ценообразованию были следствием разжижа мозгов. И из квартета остается только атомная энергетика. И тут вроде как можно попытаться отыграться. Есть Франция, которая полвека тому назад наряду с СССР и с США входила в мировую атомную тройку и сохранила серьезные атомные компетенции. Где-то рядом с Евросоюзом Англия, которая со строительством своей первой атомной электростанции по собственным оригинальным технологиям отстала от СССР всего на пару лет. Какие-то звонкие слова слышались и с той стороны Атлантического океана. Волатильность урановых котировок на фоне нефтяных и газовых вообще нулевая. Энергетическое машиностроение и приборостроение в ЕС вполне себе на уровне, так отчего бы и нет. Европейским политикам было что взять в качестве серьезного аргумента о необходимости возврата к атомной энергетике. При всем зеленом безумии в Европе были и есть серьезные ученые, которые всегда старались хоть как-то его обуздать. В 2018 году межправительственная группа экспертов по изменению климата опубликовала доклад, в котором прямо было показано и научно доказано, что большинство сценариев удержания потепления в пределах 1,5 градусов Цельсия предполагают сохранение или умножение атомной генерации. Доклад лежал, пылился без дела, но, как говорится, пробил час. 2 февраля 2022 года Еврокомиссия официально приняла так называемый Complementary Climate Delegated Act, где атомная энергетика и природный газ были включены в таксономию Евросоюза как transitional activities, допустимые при соблюдении условий. Перевод с европейского бюрократического на человеческий точно не совсем мое, но я попробую. Дополнительно делегированный акт по климату. Делегированный акт в юридическом праве Евросоюза принимается Еврокомиссией и является не рекомендацией, а обязательным нормативным актом. Но делегированный он, поскольку принимается на основании полномочий Еврокомиссии, делегированных Европарламентом и Советом Европы. Эти непонятные органы могут документы отозвать, если а. поставят вопрос на голосование, и б. наберут 2/3 голосов против. Вот для того, чтобы проскочить сквозь голосование в этих самых Европарламенте и в Совете Европы, Еврокомиссия разработала дополнительные условия, которые должны были смягчить ропот партии «Зеленого толка». Я эти условия сейчас перечислю. Не для того, чтобы показать, какой я умный, а чтобы было понятно, насколько реален этот самый атомно-энергетический ренессанс конкретно в Евросоюзе. И, конечно, буду просить операторов текст этих условий какое-то время подержать на экране. Поехали. Условия включения атомной генерации в зеленую таксономию Евросоюза. Пункт 1. Государства, намеренные строить новые АЭС, должны иметь обязательный план обращения с радиоактивными веществами. В него должны входить национальная программа обращения с радиоактивными веществами и с облученным ядерным топливом, план строительства глубинного геологического хранилища для высокоактивных отходов, конкретный график ввода в эксплуатацию такого хранилища. Пункт 2. Обязательное финансирование обращения с радиоактивными отходами и облученным ядерным топливом и вывода ядерных и радиоактивных объектов из эксплуатации. Национальный оператор АЭС должен сформировать финансовые ресурсы и доказать, что их достаточно на обращение с облученным ядерным топливом и радиоактивными отходами, на демонтаж станции и на захоронение отходов. Для финансов, как же без этого, создать специальный фонд. Пункт 3. Для новых АЭС разрешение на строительство должно быть выдано государственным регулятором до 2045 года. Пункт 4. Разрешение на продолжение эксплуатации действующих атомных энергоблоков должно быть выдано государственным регулятором до 2040 года. Пункт номер 5. Реактор должен соответствовать принятым в МАГАТЭ и в Евратому современным требованиям по безопасности. Пункт номер 6. Проект атомного энергоблока должен минимализировать образование радиоактивных отходов и использовать наилучшие доступные технологии обращения с ядерным топливом.
Пункт номер 7. Проект должен пройти оценку воздействия на окружающую среду и получить подтверждение отсутствия значительного вреда другим экологическим целям Евросоюза. Вот это условия, в которых должен произрасти ядерный ренессанс для стран Евросоюза. Выглядит несколько сложно, но Еврокомиссия своей цели добилась. Европарламент и Совет Европы не смогли добиться отказа от зеленой таксономии атомной энергетики. В перечисленных условиях ясно виден акцент на замыкающие этапы атомного цикла. И что даже несколько удивительно, с научной и организационной точки зрения это совершенно оправдано. Но это, конечно, уже отдельная и большая тема. Если же совсем коротко, то Евросоюз в 2022 году признал атомную энергетику зеленой, если есть план сохранения отходов и облученного ядерного топлива, если есть деньги на демонтаж, если реактор лицензирован до 2045 года и соответствует постфукусимскому кодексу безопасности МАГАТЭ. Но самое важное условие – наличие утвержденного плана геологического захоронения высокоактивных отходов и облученного ядерного топлива. И когда мы с недоумением наблюдаем за тем, как Венгрия буквально с боями сражается за право построить у себя атомную электростанцию ПАКШ-2 по российским технологиям, это использование Еврокомиссии вот этой зацепкой, изложенной в пункте номер 1. После того, как летом 2023 года Еврокомиссия уверенно протащила сквозь голосование в Европарламенте и в Совете Европы свой дополнительный делегированный акт по климату, публика была готова к очередному акту этой атомно-политической драмы. Вышли из вынужденного подполья экологические группы, которые всегда комплементарно относились к атомной энергетике, пусть и не отказывались при этом от идей декарбонизации и массового строительства ВИЭ генерации. Мотивов было и остается два. Декарбонизация нужна, ВИЭ необходимы, но без базовой генерации не обойтись. ГЭС требует огромных землеотводов и имеет полугодовую зависимость, а в активных зонах атомных реакторов углекислого газа нет. На мой взгляд, такие экологи – это уже союзники в борьбе за торжество здравого смысла. А они свою работу сделали. Окончательным переломным моментом стал очередной ежегодный саммит КОП-28 в 2023 году, проходивший в Дубае. Его Global Stock Take, то есть в глобальное подведение итогов совокупного прогресса всех стран мира в достижении цели Парижского соглашения, была включена атомная энергетика. Представители более 20 государств подписали декларацию, в которой четко зафиксирована цель – утроение атомной мощности к 2050 году. С точки зрения нормального человека, вроде как сплошная говорильня обо всем и ни о чем. Но я уже говорил о том, что для политиков всех стран и народов на всех их саммитах с конференциями главное – суметь дотянуться до денег. И документы, подписанные на КОП-28, это как раз пропуск к огромным деньгам, поскольку банки и прочие международные финансовые институты теперь имеют полное право вливаться в строительство новых атомных электростанций. Какие в этих проектах вращаются сметы, особенно если речь идет про проекты французские с американскими, надеюсь, рассказывать не надо. Потому короткое резюме. Бабло поддержало добро. С чем всех поздравляю. Вот на этом политическую часть сюжета остановлю. Желающие могут сами поискать. Попытаться перевести тексты с иностранного бюрократического на русский человеческий. А я вернусь к числам, дабы эту политическую гармонию алгеброй поверить. На момент проведения КОП-28 на планете эксплуатировалось 413 атомных энергетических реакторов. Именно энергетических. Множество исследовательских оставляем за скобками. Общая установленная мощность этого атомного парка планеты составляла 372 гигаватта. Общий объем генерации в 2023 году – 2600 миллиардов киловатт-часов, то есть около 9% в общемировом энергобалансе. Да, я оговорюсь, я произношу слово «энергобаланс» только потому, что слова «электроэнергетический баланс» звучат как-то неуклюже. Да, в некоторых случаях атомные энергоблоки используются и для теплофикации, но это исключение, а не правило. Так что в этой передаче исключительно об электрической энергии. На КОП-28 говорили и писали про утроение, то есть о росте установленной мощности с 372 гигаватт до 1116 гигаватт. Для простоты округлим до 1100 гигаватт, но на этом простота и заканчивается. Нарастить установленную мощность с 370 до 1100 гигаватт – это вовсе не построить дополнительно блоков еще на 730 гигаватт.
По данным МАГАТЭ и Всемирной ядерной ассоциации, 65% действующих энергетических реакторов эксплуатируются свыше 30 лет. Еще 25% энергоблоков имеют возраст более 40 лет. Да, во многих странах и в России в том числе ведутся работы по продлению сроков эксплуатации. Но даже с учетом этого до 2050 года предстоит окончательно остановить реакторов общей мощностью от 250 до 320 гигаватт. И тогда планы 5 атомных пятилеток выглядят уже совершенно иначе. Предстоит построить атомных энергоблоков общей мощностью от 980 до 1050 гигаватт. Это не просто много, это очень много. В истории мировой атомной энергетики никто такие темпы не предлагал никогда. Если бы небольшая атомная пауза, как называют годы практически без ввода новых атомных электростанций с конца 70-х до середины нулевых, было бы намного проще. Причина этой паузы не одна, а две. Не только Чернобыльская катастрофа 1986 года, но и хронологически в первую очередь серьезнейшая авария на американской атомной электростанции Three Mile Island, произошедшая в 1979 году. Четверть века без новых строек – это утрата компетенции, как сейчас принято говорить. А реально это уход на пенсию и в мир иной многих ученых, конструкторов, инженеров. Это отсутствие заказов для машиностроителей, приборостроителей и так далее. Во что превратилось реакторостроение во Франции и в Штатах, рассказывал на этом канале многократно. Добавлю только еще тот факт, что в Англии, которая не так давно была Великобританией, атомные технологии были утрачены едва ли не полностью. Едва ли по той удаче, которая называется Rolls-Royce. Ее знаменитые автомобили – это, по большому счету, ширпотреб. Основное – это реакторы атомных подводных лодок и их обслуживание. Потому Rolls-Royce и опыт сохранила, и получила серьезные шансы на выйти на рынок гражданского реакторостроения. Нам с вами просто повезло. Невольно вспоминаются слова о том, кто именно управляет Россией. Атомная пауза была, но длилась она меньше десятилетия. И результаты Росатома известны. Стартовав в атомной энергетике позже всех ядерных держав, серьезный темп набрал Китай с его 3 государственными атомными корпорациями. Большие успехи демонстрирует Южная Корея. Медленно, но упорно набирает темп Индия. Но если брать типичную мощность атомного энергоблока за 1000 мегаватт, задача просто грандиозная. Построить за четверть века 1000 новых энергетических реакторов. Вот и давайте прикинем, насколько это реально. Кто может подставить плечо, кто готов реализовать старинный лозунг «пятилетку за 4 года на 3 станках в 2 смены и за 1 зарплату». Засучи рукава, раздулись плечо и так далее. Заодно напомню, что максимальная установленная мощность атомных энергоблоков, до которой дотянулась мировая индустрия, 450 гигаватт. Если сражаться за декларацию КОП-28, построить за четверть века предстоит в 2,5 раза больше. Просто для сравнения масштабов, не более того. С момента проведения КОП-28 2 года прошло. Что-то уже можно оценить. Раз уж я с Европы начал, давайте на ее планы и посмотрим с ленинским прищуром. По-другому смотреть не получится. Сэры, герры и прочие месье с сеньорами от российских и китайских атомных технологий отказываются. Единственное исключение – уже упомянутая Венгрия. Как только планов громадью пытаются превратить в реальное железо, сразу грустно, если честно. В Англии на площадке Hinkley Point C уже строятся 2 французских реактора ЭПР-1600. Общая мощность 3,2 гигаватта. С учетом того, что горизонтом является 2050 год, даже французы должны успеть. Наращивать темпы своей стремительной работы французским атомщикам придется на площадке Sizewell-C в Англии, где к строительству завершены еще 2 таких же блока на базе реакторов ЭПР-1600. Всего 25 лет осталось, придется поторапливаться. А Rolls-Royce тем временем вышел на 3-й этап лицензирования. В Англии именно 3 этапа. Всем остальным на нашей планете вполне хватает 2. Rolls-Royce сражается за положительную оценку проекта реактора госрегулятором до привязки к конкретной площадке. Рассчитывает до конца 2026 года получить положительные оценки на обоснование безопасности, на предоставленный анализ возможных отказов в работе реактора, на анализ обращения с радиоактивными отходами и с облученным ядерным топливом.
на предоставленное экологическое обоснование и на гарантии нераспространения в соответствии с требованиями договора о нераспространении и гарантиями МАГАТЭ. Но даже если все получится, это еще не все. Потребуется дополнительно получить от госрегулятора Англии лицензию на строительную площадку, разрешение на строительство и экологическое разрешение. Для особо въедливых я, конечно, готов описать все 3 этапа лицензирования по-британски. Думаю, что за пару часов можно рассказать все подробности. Ну и замечу, что после прохождения 2 этапов, где-то так на середине 3-го, китайские атомщики из Англии то ли сами устали и ушли, то ли их ушли из политических соображений. Но Rolls-Royce точно знает, за что борется. Компания совершенно серьезно намерена строить свои Rolls-Royce SMR – Small Modular Reactor. Переводится как «малый модульный реактор». Но и тут англичане идут собственной тропой. Для МАГАТЭ малый реактор, имеющий электрическую мощность до 300 мегаватт, а мощность Rolls-Royce SMR – 470 мегаватт. Площадка уже определена. На ней вовсю идут инженерно-геологические исследования. Вилфа, на которой планируется строить 3 Rolls-Royce SMR на 1,4 гигаватта, 1400 мегаватт. Но если геологи дадут добро, то там же будут строить еще 5 штук таких же. То есть потенциально атомная электростанция Вилфа будет иметь мощность 3,8 гигаватта. Следовательно, утвержденными в Англии атомными планами можно считать 10,2 гигаватта. Существенный вклад. Около 1% от того, что продекларировали на КОП-28. Ну, что ты скажешь. Франция – бывший участник Большой атомной тройки. Намучившись с проектом ЭПР-1600, разработала проект ЭПР-2. Мощность даже чуть выше – 1670 мегаватт. Но конструкция, стоимость, сроки должны быть существенно ниже. Должны быть, поскольку госрегулятор Франции пока лицензии не выдал. Недочет нашел и ждет, когда его исправят. Но я сегодня оптимистом выступаю, так что предположим, что все с лицензированием во Франции получится, после чего она реализует разработанную каким-то из правительств план. По нему к 2050 году утверждены 6 блоков с этими ЭПР-2, а это еще 10 гигаватт. Есть опция утвердить еще 8 блоков, но это месье Макрон намерен оставить своим сменщикам, так что пока поостережемся. Польша на строительство атомной электростанции, которой можно смотреть столько же, сколько течет вода и горит огонь. Но раз в год и палка стреляет, потому давайте учтем ее намерение по технологии Вестингаус построить 3 блока на базе реактора АП-1000. Итого 3,75 гигаватта. Внезапно вспомнила о своих атомных амбициях Швеция. Она ведь действительно строила реактор по собственным технологиям. Потому считаем, что тут все серьезно и приплюсуем запланированные ею к 2045 году 10 крупных реакторов на 10 гигаватт мощности. К 2050 году в Голландии заявлено 2 новых блока на 3 гигаватта мощности. Предположим, что и это будет реализовано. Бельгия продекларировала строительство к 2050 году новых блоков на 4 гигаватта. Я добрый, плюсуем. Государство с пониженной социальной ответственностью под ником Болгария продолжает строить планы по достройке атомной электростанции Козлодуй. Теперь, разумеется, с американцами, то есть с Вестингаузами. Как обычно, 2 блока. Новый срок – 2033 год. 2 штуки реакторов АП-1000 – это еще 2,3 гигаватта мощности. И, само собой, Венгрия, которая строит не планы, а атомную электростанцию ПАКШ-2. 2 блока на базе ВВР-1200, то есть новые 2,4 гигаватт. Чехия, которая взяла, да и выбрала на тендере южнокорейцев с их реактором АП-1400 вместо предложения Вестингаус. Выиграла несколько судебных тяжб по этому поводу, а потому до 2050 года всерьез намерена построить 2 АП-1400 на атомной электростанции Дукованы и еще одну пару на атомной электростанции Тимирин. 5,6 гигаватта и с хорошими шансами на успех. Словакия заявила, что построит новый блок на 1250 мегаватт. И вот тут полмира чешет в затылке. А Словакии о чем говорят и думают? Французский ЭП-2 – это 1670 мегаватт. Вестингаузовский АП-1000 – 1117 мегаватт. Корейский АП-1400 – 1400 мегаватт. Нашинский ВВР-1200 – это 1200 мегаватт. Загадка, которую отгадать сложно. На всякий случай, 1250 мегаватт мощности у ВВР ТОИ.
Ну, кто же словакам разрешит работать с Росатомом? В общем, туманно, но 1,25 гигаватта учтем. Почти те же слова относятся к Словении, которая намерена реализовать в вторую очередь на атомной электростанции Кршко. Планируется 2,4 гигаватта мощности. В запасе с менее высокой вероятностью еще несколько вариантов. Вторая серия ЭП-2 во Франции – 8 блоков, 13 гигаватт. Вторая очередь атомных электростанций в Польше – еще 3 блока АП-1000, то есть еще 3,75 гигаватта. Что-то не очень внятное произносит в Финляндии, вроде как про парочку блоков на 2,5 гигаватта. И, конечно, ни в коем случае нельзя забыть про могучую Эстонию с ее смелыми планами построить парочку малых блоков на 0,6 гигаватта. Имеем, собственно, два сценария. Первый – то, что строится или утверждено правительствами. 40-45 гигаватт на 30-35 блоков. Второй – со всеми дополнительными опциями. 45-55 блоков на 55-60 гигаватт. Утраивать они собрались деятели. Слов много, а толку? Реальной работы до 2050 года в Европе точно много, причем вне зависимости от судьбы заявленного атомного ренессанса. В зависимости от того, удастся продлить сроки эксплуатации атомных блоков или нет, предстоят выводы. Франция – от 10 до 15 гигаватт, Англия – от 6 до 7 гигаватт, Испания – 7 гигаватт, Бельгия – от 2 до 4 гигаватт и Швеция – от 2 до 3 гигаватт и еще 1 гигаватт в Финляндии. Итого, по выводам, за период до 2050 года от 28 до 37 гигаватт. И вся прибавка, на которую способна эта как бы самая передовая часть планеты, от 20 до 30 гигаватт атомных мощностей. Вот и созрел первый вывод. Если атомный ренессанс и удастся реализовать, то Европа способна только на мизерный вклад. От декларации до реализации дистанция огромного размера. Передовитость Европы в атомной энергетике величина мизерная. Можно считать, что это хорошо или что это плохо. Подсчеты такие, какие они есть. Если кому-то хочется дать оценку с точки зрения какой-нибудь идеологии, действуйте, но помните, что факт – штука упрямая. На сегодняшний день все, что может предложить старушка Европа, 2-3% от заявленного в декларации КОП-28. Поскольку числами и названиями стран я вас явно утомил, давайте-ка вернемся к Дональду нашему Фредовичу. Этот политический деятель с пролетарской прямотой рубанул с плеча еще до выборов и повторил уже после инаугурации. «Хочу, чтобы атомные мощности в Америке выросли на 300 гигаватт. И Грей, понимаешь, Америка, эгегей». Красавец, что сказать. До оформления какого-нибудь указа, распоряжения так не дошло. Зато как грандиозно звучит. Ерничаю, конечно. Но что еще прикажете делать? На сегодня в США трудится 94 реактора общей мощностью около 95 гигаватт. Но есть нюанс. Средний возраст атомного парка в этой стране – 42 года. Блоков старше 40 лет более 70%, поскольку массовый ввод в эксплуатацию проходил с 1975 по 1990 годы. Даже если тамошние атомных дел мастера изощрятся с продлением сроков эксплуатации на 60 лет плюс, к 2050 году полный останов предстоит не менее чем 60 гигаваттам мощности. В строю останутся в лучшем случае от 15 до 30 гигаватт мощностей. Тогда строить новых атомных энергоблоков нужно не на 300 гигаватт, а где-то так на 365-380 гигаватт. Чтобы еще нагляднее, давайте возьмем среднюю мощность нового блока за 1,1 гигаватта. Тогда получится, что до 2050 года в Штатах нужно построить штучек так 330-350 новых реакторов. Или по 13-15 блоков в год. Ничего личного, только арифметика. Факт отсутствия государственной программы, хоть маломальская, оформленный и невероятный опломб, демонстрируемый американскими политиками и соответствующими СМИ. То, что и у нас в России стали лихо перепечатывать чужое вранье, не повод называть это вранье какими-то другими словами. В знак почтения перед теми, кто некогда первыми освоили управляемую реакцию деления ядерного урана, я уже зачел все проекты Вестингауза в Европе. И вот на этом мое уважение и закончилось. Нет в США программы строительства новых АЭС. Нет и предмета для анализа. Обзор проектов атомных электростанций, которые ожидают своего лицензирования, я обязательно сделаю.
Но в следующий раз. А пока все, что не противоречит здравому смыслу, так что только фиксация того, что до 2050 года в Штатах остановят атомные блоки общей мощностью не менее 60 гигаватт. Появится государственная программа строительства новых – оценим. А вот северная соседка США, Канада, демонстрирует куда как более осмысленное поведение. На территории Канады на сегодняшний день работают 19 тяжеловодных реакторов. Канду. Канада, дейтериум, ураниум. Общей мощностью около 13,5 гигаватт. Канадские тяжеловодники конструкционно очень сложны. Поглощают огромные по сравнению с легководными реакторами объемы урана. Все так. Но ядерное топливо для них не требует обогащения по урану-235. Раз. Два. Канадские специалисты предложили, и государственный регулятор одобрил проекты продления эксплуатации этих тяжеловодников сразу до 70 лет. Такой вот канадский атомный феномен. До 2050 года здесь не будет никакого вывода атомных мощностей. И это разительное отличие от всех прочих царств-государств, включая и Россию. Теперь о новом строительстве. В прошлом году, в 2025, госрегулятор Канады выдал строительные лицензии сразу для 4 реакторов GE Hitachi BWRX-300 на площадке Darlington New Nuclear Project. С одной стороны, участие General Electric, с другой – японское энергетическое машиностроение. То есть, запланированный ввод в начале 30-х совершенно реален. Итого 1,2 гигаватта, но это далеко не все. Государственный регулятор Канады CNSC лицензировал проект реактора GE Hitachi BWRX-300. Важный этап и самый протяженный по времени. Если этот реактор размножать, то лицензировать придется только конкретные площадки. А это минус 8 лет. И традиционно на лицензирование площадки требуется всего 2-4 года. 4 канадских провинции – Онтарио, Саскачеван, Альберта и Нью-Брансуик – создали альянс и совместно разработали стратегический план развития именно GE Hitachi BWRX-300. Провинции сами и оценили свои потребности до 85 малых блоков к 2050 году. Вы что-нибудь слышали обо всем этом, уважаемые зрители и слушатели? Подозреваю, что вряд ли. Канадцы больше любят работу, а не пиар. Поиск площадок уже начат. Есть подозрение, что заявки на лицензирование могут пойти хорошим таким потоком. И подход стратегически, мне кажется, верный. Одна модель реактора, повторяемая несколько десятков раз. Это выигрыш и по времени строительства, и по его стоимости. Так что программа малых модульных реакторов Канады вполне способна выдать к 2050 году на гора 22-25 гигаватт. Если, конечно, не будут случаться приступы антиядерной истерии. При этом, повторю, выводы действующих блоков в Канаде до 2050 года не потребуются. И не стоит забывать, что провинций в Канаде больше 4, что своими реакторами Канду в Канаде гордятся. А потому нельзя исключать, что и в этом направлении могут появиться дополнительные программы. Пока можно фиксировать. Канада в одно лицо может сделать вклад в декларацию КОП-28 ровно такой же, как вся Европа вместе взятая. Вот только арифметика пока поводов для энтузиазма не дает. Канада плюс Европа – это 5% от декларации об атомном ренессансе. И, пожалуй, последнее на сегодня, чтобы получить обзор пресловутой «Большой семерки». В ее состав входит еще и Япония. Но тут все просто, поскольку пока никакой программы нового строительства атомных электростанций эта страна не декларировала. Ее интересует только перезапуск всего того, что было остановлено в 2011 году после катастрофы на атомной электростанции Фукусима, из того, что еще возможно перезапустить. По состоянию на зиму 2011 года в Японии трудились 54 атомных энергоблока общей установленной мощностью около 49 гигаватт. Из них, по решению компании-владельцев, окончательно выведено из эксплуатации 24 реактора. На начало 2026 года возвращены в строй 14 штук. Еще столько же правительство Японии намерено перезапустить. Средняя мощность реакторов в Японии – 900 мегаватт. То есть к 2050 году эта страна способна добавить в копилку атомного ренессанса максимально 15 гигаватт. Кто инициировал появление темы атомного ренессанса? Участники «Большой семерки».
Если сражаться за полное выполнение декларации КОП-28, то до 2050 года требуется построить около 1000 гигаватт новых атомных мощностей. В суровой реальности мы что видим? Евросоюз вместе с Англией могут вытянуть максимум 60 гигаватт новых мощностей. Но здесь предстоит вывод старого парка реакторов от 27 до 32 гигаватт мощности. Итого, потенциальный вклад Европы на сегодня не более 25 гигаватт. Штаты предлагаю пока в расчет не брать. Добавляем только Канаду и Японию. А это 25 гигаватт и 15 гигаватт соответственно. Итого, большая семерка пока что делает по-маленькому. 65 гигаватт. Или 6,5% от декларации КОП-28. Вывод. Когда вам на глаза в очередной раз попадаются заметки западных СМИ о могучем атомном ренессансе, любые заявления в этих текстах делим на 15. Но продолжение темы, конечно, просто неизбежно. Предстоит обзор планов России, Китая и Индии, зарубежных проектов Росатома. И нельзя забывать о Южной Корее. Ну, а на сегодня вполне достаточно.